Мощный взрыв в 3000 километров от линии фронта. Кремль молчит. Под ударом снова российская оборонка. Что произошло на стратегическом объекте в Сибири? Пропагандисты в истерике меняют риторику. Украина говорит о завершении войны до конца года. Появился план победы или капитуляции? Сделано официальное заявление. Россия открывает новый фронт. Против кого на этот раз и кто следующий в списке? Поворотный момент. США возобновляют скрытые переговоры о завершении войны. Человек Трампа срочно едет в украинскую столицу. Что будет, если Киев не согласится на американские условия? Кривое зеркало российской дипломатии или шпионская война продолжается. Еще один регион стал жертвой политических разборок. Все главные новости утра субботы, 12 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Новый прогноз от главы украинской разведки. Кирилл Буданов дал резонансное интервью Bloomberg, в котором прямо заявил, перемирие между Украиной и Россией должно быть достигнуто как можно скорее. И это реально еще до конца года. Причем, по его словам, прекращение огня возможно уже в ближайшие месяцы. Реалистично ли это сделать? Да. Сложно ли? Нет. Для этого нужно как минимум 3 стороны – Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции. По военной части Буданов уверен, Россия не сможет захватить Донецкую область до конца года, но действительно планирует продвинуться вглубь Днепропетровской области на 10 километров. Ну и еще шокирующая цифра: до 40% снарядов, которые сейчас использует Россия, поступают из Северной Кореи. О заявлениях главы украинской разведки поговорили с украинским политологом Вадимом Денисенко. Теоретически это возможно, но для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки реально сделали очень серьезные шаги по ослаблению возможностей Российской Федерации по экспорту нефти, в первую очередь нефти. Но если мы говорим о законе Линдси Грэма, который предполагает 500% ставки на те товары, которые будут идти из стран, которые незаконно покупают российскую нефть, в этом виде он не заработает. Этот закон не заработает. Он не может просто работать, потому что ни Китай, ни Индия на это, наверное, все-таки не пойдут. С другой стороны, нужно провести серьезнейшие переговоры со странами Персидского залива, чтобы они согласились настолько серьезно поднять добычу нефти. Пока этого нет, но это, в принципе, теоретически можно провести. Якобы зеркальный ответ Кремля. Скандал, который тянет за собой дым и пепел буквально. После загадочного пожара в Варшавском торговом центре Польша заявила, это была диверсия от российских спецслужб. Спустя месяц Варшава выдворяет консулов, а Москва стреляет себе в ногу. Россия закрывает польский консулат в Калининграде. Формально в ответ на ликвидацию ее представительства в Кракове. Но на деле это продолжение тихой войны, в которой огонь уже давно стал оружием. МИД РФ заявил, что решение Варшавы было враждебным и необоснованным. Польский МИД парирует: не забывайте, кто устраивает поджоги, кибератаки и шпионские диверсии. Przypomnijmy, zamknięcie konsulatu w Krakowie było wywołane. Напомним, что закрытие консульства в Кракове было вызвано информацией из расследования о том, что спецслужбы России имеют отношение к поджогу торгового центра на улице Маривильской в Варшаве, что привело к огромным убыткам, но также могло стоить и человеческих жизней. Неожиданный визит. Вашингтон снова берет в руки нитки переговоров, и теперь все может пойти по совсем другому сценарию. Спецпосланник президента США Кит Келлог прибудет в Киев в понедельник, 14 июля. Визит продлится всю неделю, и это далеко не просто рабочая поездка. Мы посетим Киев в понедельник, так что будем там целую неделю. Келлог не просто посредник, он один из ключевых переговорщиков команды Трампа. Его приезд в Киев может стать поворотным моментом. Речь идет о сценарии, который устраивает США и который должен быть навязан или предложен обеим сторонам. Мы спросили у украинского политолога Вадима Денисенко, о чем будет этот визит.
Ну, пока непонятно, с кем он будет встречаться, потому что список тех, с кем он будет встречаться, пока неизвестен. Но то, что он будет неделю, это говорит на самом деле о многом. Это говорит о том, что он приедет сюда с, как минимум, желанием разобраться со всем тем, что происходит сегодня в Украине. У меня нет никаких иллюзий, что переговорный процесс будет быстрым или что Путин пойдет на какие-то уступки. Но судя по тому, что Трамп изменил полностью риторику, и судя по тому, что Трамп, наверное, все-таки попробует пойти в определенную атаку на Российскую Федерацию, я думаю, что вот поэтому Калатин будет находиться здесь. Также мы не можем исключать, хотя это уже футурология, пока это очень сложно предположить. Мы не можем исключать того, что в понедельник на самом деле Трамп предложит какой-то сюрприз. Дональд Трамп угрожает России и интригует, говорит обо всем в курсе, и все только начинается. Но деталей минимум, остаются только трактовки. Как вы отреагировали на удары РФ по больнице? Я знаю, вы еще увидите, что будет происходить. Накануне Трамп пообещал важное заявление по поводу России. Больше он не друг россиян. Об этом все пропагандисты знают. Дональд Трамп, у него принцип такой: лизнет, потом куснет. И в этом заключается вся его политика, потому что никакого завершения поставок, уменьшение было поставок. Ну а давайте посмотрим, по данным Конгресса, соответственно, с февраля по июль 2025 года военной помощи Украине было передано на 1 миллиард 800 миллионов долларов. Взрыв, пламя и удар по самому больному месту экономики войны. В сибирском Лангепасе на территории Ханты-Мансийского округа прогремел мощный взрыв, загорелся магистральный газопровод. Но необычный, по данным украинской разведки, именно по этой трубе шел газ на предприятие, обслуживающее военную машину Кремля. По информации источников издания НВ, удар уничтожил участок трубопровода, который поставлял газ на оборонно-промышленные предприятия в регионы Челябинскую, Оренбургскую и Свердловскую области. Только вдумайтесь, мощность трубы 2,6 миллиарда кубов в год. В момент взрыва в ней находилось свыше 4 миллионов кубов газа. Это 1,3 миллиона долларов прямого ущерба, а еще минимум месяц простоев. Именно столько займет ремонт в болотистой местности. По оценкам украинской разведки, косвенные убытки могут достичь 76 миллионов долларов. Западной Сибири с ее богатейшими природными недрами, которые буквально кормят Москву и позволяют жить Кремлю в роскоши, стоит в очередной раз задуматься о своем отдельном будущем. Есть ощущение, что когда местные начнут активно выступать за собственную независимость от центра, подобные непонятные взрывы прекратятся, сибиряки больше не будут гибнуть за путинские интересы на СВО, а регион расцветет благодаря своим природным богатствам. Но главное не цифры, главное последствия. Удар нанесли точно туда, где газ превращается в ракеты, снаряды и дроны. И теперь часть оборонки может оказаться без энергоресурса. Россия официально инцидент не комментирует. Кремль открывает новый фронт, на этот раз не военный, а фруктовый. На фоне резкого обострения отношений с Баку российские власти начали давить на одну из самых уязвимых точек – фруктово-овощным поставкам. В Краснодаре Роспотребнадзор заблокировал ввоз 18 тонн азербайджанских персиков и нектаринов. Официальная версия – в партии якобы обнаружены карантинные объекты. Но азербайджанские экспортеры уверены, это не про вредителей, а про политику. Сигналы тревоги начали поступать еще в июне. Сначала обвинения в некачественных продуктах, потом претензии к упаковке, маркировке, даже к поддонам. Теперь пошли в ход персики. Под запрет уже попала и молочная продукция. 2 предприятия из Азербайджана выведены с рынка после того, как отказались пускать российских проверяющих. Экспортеры жалуются, все это похоже на спланированную кампанию давления. И это неудивительно, политический фон все больше напоминает предкризисный. Взрывная история из закрытого неба. Екатеринбургская блогерша Мария Шалаева рассказала подписчикам, как слетала в Ростов. Город, где гражданские рейсы не принимаются уже 3 года.
Но, как выяснилось, не все подчиняются этим правилам. Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов. Никак не отпускает меня. Наши ЕКБшные женихи совсем не вызывают доверия. То ли дело человек Кремля. Надежность 200%. Кстати, тушка лично мне нравится больше, чем эта модель. Только личный борт и загадочный спутник, которого она называет то женихом, то мистером Икс, то внезапно человеком Кремля. Выбор городов, как признается сама Мария, не за ней. Кто этот человек Кремля? Почему он может летать туда, куда доступ закрыт всей остальной стране? И почему блогерша так уверенно и открыто это показывает? История, которая выглядит как случайная глупость, на деле может оказаться окном в мир, где законы не для всех. Российская медицина выходит на новый уровень, растет вниз вместе с экономикой. На фоне обостряющегося дефицита лекарств в российских аптеках и больницах тревожный разворот. Регионы начали массово закупать гомеопатию, фитотерапию и БАДы для лечения онкологических больных. По официальным данным аналитиков БЗ-Мед, только в 2024 году на подобные лекарства ушло около 10 миллиардов рублей из госбюджета. Цифры пугают. В Чечне, Якутии, Удмуртии, Архангельской и Ленинградской областях, Ставрополье, на Чукотке и в других регионах пациентов с нейроэндокринными опухолями лечат экстрактом зверобоя, пижмы, березовых листьев, а при раке носоглотки – мятой, ромашкой, корой дуба и шалфеем. Подорожник теперь назначают при психических расстройствах, синдроме раздраженного кишечника и даже беременным. На него ушло почти 19 миллионов рублей. Но есть один момент. Назначение препаратов не из клинических рекомендаций требует систематических проверок на предмет злоупотреблений со стороны медорганизаций. Минздрав уже пытается оправдаться, мол, если врачебная комиссия одобрит, назначать можно. Но эксперты бьют тревогу, такие закупки поле для злоупотреблений и, что важнее, они могут навредить пациентам. Проблема системная. По данным «Новая газета Европа», к началу 2025 года в России исчезли 134 жизненно важных препарата. Среди них противоопухолевые, антибиотики, инсулины, иммунодепрессанты, препараты от туберкулеза, ВИЧ и эпилепсии. В аптеках пустые полки, в больницах пустые схемы лечения. Теперь это заменяется подорожником. Когда лекарства заканчиваются, начинается магия. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.